Привет, мой друг! Сегодня у нас шикарный рецепт вкуснющих-привкуснющих пряников со специями. Это мой самый любимый рецепт пряников на заварном карамельном тесте. В кастрюлю с толстым дном, лучше широкую, насыпаем сахар 500 грамм. Лопаткой равномерно распределяем по донышку. Ставим на сильный огонь на 2 минуты и больше ничего не мешаем. Через 2 минуты делаем огонь минимальный и ждем, когда масса начнет карамелизоваться. Вот смотрите, с одного бока у меня стало уже темнеть, значит я вот так распределяю равномернее. Точно таким способом я делаю шикарные сахарные соты из игры в кальмара. Вот ссылка вверху, лови! Такое плавление сахара занимает в среднем 5-8 минут. Вот такая карамельная масса темно-янтарного цвета у вас должна получиться. Вводим тонкой струйкой 200 мл кипятка. По чуть-чуть, смотрите, и все время мешаем. Огонь можно увеличить. Нам надо, чтобы получилась однородная масса без комочков. На среднем огне растворяем сливочное масло. Масло растворилось. Теперь в эту вкусную массу добавляем специи. Щепотка соли, чайная ложка соды, 2 чайные ложки корицы, чайная большая ложка имбиря, четверть ложки гвоздики, мускатный орех сегодня. Но это все очень индивидуально. Вы можете добавить белый душистый перец. Приправы это по вкусу. Размешиваем. Из-за того, что мы добавили соду, вступает реакция, и масса начнет увеличиваться. А из-за того, что у нас вот такая длинная ложечка, вам не будет обжигать ваши пальчики. Это, представляете, сколько здесь специй. Они пахнут на всю кухню. А еще и с ароматом карамели. Размешаем 20-30 секунд. Выключаем огонь. Вот сейчас. Даем массе немного остыть. Карамельная масса еле-еле теплая. Вы видите, вся шапка пены осела. И если у вас потемнеет карамель, это нормально. Вы же добавили столько вкусных специй. Вбиваем сюда яйцо. Одно. Размешиваем. Обратите внимание, от взаимодействия с яйцом масса еще больше потемнела. Это нормально. И теперь сюда вводим по чуть-чуть муку. Примерно 900 грамм. Но это зависит от разной муки. Я вот так ее слегка трясу, чтобы специально не просеивать. Вы знаете, перестала я просеивать муку. А зачем? Она же у меня не стояла 2 года. Тесто у меня еще такое еле-еле теплое, до конца не остыло. Замешивать лучше всего его с вечера, чтобы ночью оно полежало в холодильнике, полностью дозрело. И тогда на следующий день вы сможете делать очень вкусные пряники. Обратите внимание, я вообще не буду пачкать руки в этом рецепте. Вот просто так ложкой все это и замешиваю. Вот такое оно получается. Больше муки мы уже добавлять не будем. Оно должно оставаться и мягким, и тягучим, и вот такого красивого цвета. Обожаю этот рецепт. Можно сделать сразу тесто, и оно будет лежать у вас месяц. Вы можете брать по чуть-чуть и готовить. Вот так отправляем в холодильник на ночь. Но если у вас нет времени, вам надо прямо сегодня пряники, предлагаю другой рецепт. Тоже вкусных имбирных пряников. Вот ссылка вверху, лови. На следующий день достаем. Тесто плотное, оно хорошо вызрело. Чтобы оно стало мягкое, достаньте из холодильника и оставьте на столе минимум на 1 час. Вот я взяла только половину. Я использую силиконовый коврик, но вы можете также взять пергаментную бумагу. Вот, и я так его прижимаю, вы видите, что
Благодаря вот этим двум опорам по бокам тесто будет одинаковой толщины. Раскатываем. Если у вас есть линейка, но желательно потолще, или две линейки, так тоже можно положить с двух сторон. Если у вас нет формочек, вы просто можете сделать шарики, раскатать их в такие как бы лепешечки, которые тоже можно украсить, и они у вас будут выглядеть как елочные игрушки. Я не буду снимать фигурки с коврика, таким образом не деформируются их формы, и они останутся такие же гладенькие, как вы их сейчас видите. Толщина теста 3-4 мм. Отправляем в духовку на 180 градусов 6-7 минут. Вот. Берем 1 яичный белок. Через 2 минуты взбивания добавляем сахарную пудру по чуть-чуть, частями. Посуду берите узкую. Через 4 минуты добавляем столовую ложку лимонного сока и просто размешаем буквально 20 секунд. Также добавьте пол чайной ложки крахмала, если в доме высокая влажность. Когда глазурь подсохнет, сложите пряники в коробку и разделите каждый слой пленкой. Так их можно хранить более месяца. Положите по краям кусочки яблока на ночь, и утром они опять будут мягкими, ароматнейшими, вкуснейшими и такими праздничными. Вам было интересно? Ставьте лайк, подписывайтесь, жмякайте на колокольчик. Пока-пока!